Эй, Арми, мог ли кто-нибудь предсказать, что первое крупное международное выступление Чингука после службы в армии станет одним из самых эмоциональных, противоречивых и незабываемых моментов в истории BTS? Почему мировые СМИ описали это как землетрясение в мире моды и фандоме? И почему Тэхён, обычно известный своей уравновешенностью и элегантностью, расплакался, увидев это? Была ли это гордость, горе или что-то гораздо более глубокое? Ответы на эти вопросы непросты. То, что произошло в Нью-Йорке во время недели моды весна/лето 2026, было не просто показом мод. Это было культурное событие, поворотный момент, возможно, новая глава для Чингука, Тэхёна и всего наследия BTS. Поклонники по всему миру до сих пор спорят о том, что же произошло на самом деле. И эмоции все еще сильны и неудержимы. Все началось с обычного момента. Или, по крайней мере, должно было быть обычным. 11 сентября 2025 года Чингук вылетел из международного аэропорта Инчхон в Нью-Йорк. Засверкали вспышки камер. Фанаты закричали. Хэштеги мгновенно стали трендами. Для большинства мировых знаменитостей это было бы обычным делом. Но для Чингука это был не просто полет. Это был его первый публичный выход за границу в качестве свободного человека после почти 2 лет службы в армии. Ожидания были заоблачными. Миллионы ждали его не только как певца или айдола, но и как мирового посла моды Кэлвин Клейн, когда часы пробили полдень в Нью-Йорке 12 сентября 2025 года. История свершилась. Чингук вышел на подиум недели моды в Нью-Йорке в наряде, разработанном Вероникой Леони, креативным директором Кэлвин Клейн. Мир был шокирован. Его татуировки на груди были более обширными, чем когда-либо прежде, выглядывая из-под тщательно сшитого пиджака. Его пирсинг, смелая серебряная булавка, вставленная в подбородок, привлекал всеобщее внимание, которое невозможно было игнорировать. Это был уже не тот Чингук, которого фанаты помнили с 2023 года. Это был уже не тот милый золотой Макне. Это был мужчина, мировая икона и бунтарь моды, возвещающий новую эру. Толпа в Нью-Йорке взорвалась. Телефоны разлетелись по сторонам. Сети зажглись в считанные секунды. Фанаты использовали такие слова, как «нереальный», «сумасшедший», «легендарный». А затем, по другую сторону океана, в Сеуле, Тэхён наблюдал. Что произошло дальше, остается предметом споров. Почти сразу же появились сообщения, что Тэхён в закрытой трансляции всего несколько часов спустя выглядел потрясенным. Его голос дрожал, глаза наполнялись слезами, и тоном, пронзившим сердце миллионов армий, он прошептал: «Не могу поверить, что он это сделал». Что значили эти слова? Был ли Тэхён переполнен гордостью, плакал ли, увидев, как его самый близкий друг покорил мир так, как никто не ожидал? Или же за этим скрывалось что-то другое? Был ли это шок, печаль или даже страх? Неоднозначность его слов превратилась в бурю домыслов. Видеозапись его трансляции стала вирусной, ее анализировали покадрово. Некоторые фанаты клялись, что видели слезы, струящиеся по его щекам. Другие настаивали, что он улыбался сквозь слезы, смесь радости и недоверия. Интернет разделился, но был един в одном: связь между смелым выступлением Чингука и эмоциональной реакцией Тэхёна была неоспоримой. Ведущие СМИ тут же подхватили эту историю. Заголовки кричали на всех платформах: «Чингук покоряет NYFW своим шокирующим выступлением», «Тэхён плачет, увидев преображение Чингука», «Момент, когда BTS потрясли мир моды». Имя Кэлвин Клейн взлетело на вершину мировых поисковых запросов вместе с Чингуком и Тэхёном. Это был настоящий шторм рекламы, эмоций и зрелищ. Но за всем этим лежали более глубокие вопросы, которые фанаты не могли перестать задавать. Означала ли трансформация Чингука необратимые изменения в его карьере? Шаг за пределы BTS в мир, где он сам определял мировую моду? Отражали ли слезы Тэхёна борьбу, которую он испытывал, наблюдая за тем, как брат превращается в нечто большее, чем то, что было между ними когда-то? И самое тревожное, было ли это первым признаком новой главы в истории BTS?
главы, полной гордости, но и скрытого напряжения. Одно было несомненно: выступление Чингука на неделе моды в Нью-Йорке было не просто показом на подиуме. Это было заявление, крик идентичности, отказ от ограничений прошлого образа. Мальчик из Пусана, который когда-то робко стоял в заднем ряду на ранних выступлениях BTS, теперь стал мужчиной, который заставил модные столицы мира остановиться и посмотреть. И в этот момент слезы Тэхёна стали зеркалом для миллионов поклонников, анализирующих свои собственные эмоции: счастье, недоверие, смятение, прежде всего, любовь. Но история на этом не закончилась. За закрытыми дверями инсайдеры индустрии шептались о давлении, с которым столкнулся Чингук в преддверии шоу. Ходили слухи, что руководство HYBE разделилось во мнениях о том, насколько далеко ему следует заходить в своем имидже. Некоторые опасались негативной реакции консервативных фанатов. Другие считали, что это смелый шаг, необходимый для переосмысления BTS в новую эру. Вероника Леони, как сообщается, сама подтолкнула Чингука рискнуть, утверждая, что мода процветает благодаря смелости. Чингук согласился, и результаты оказались историческими. Затем последовал эмоциональный вопрос: а как же Тэхён? Его слезы нельзя было просто списать на удивление. Те, кто близко знает BTS, описывают Чингука и Тэхёна как больше, чем просто коллег. Они братья, связанные десятилетием пота, боли, смеха и общих секретов. Для Тэхёна слезы при виде Чингука были не просто реакцией фаната. Это было что-то личное. Но что на самом деле происходило внутри? Тайна усугублялась, потому что до сих пор ни Чингук, ни Тэхён никогда прямо не говорили об этом. Тишина была жуткой, но она лишь завораживала мир. Каждый твит, каждый репост, каждая теория фанатов лишь подогревала домыслы. Некоторые фанаты считали слезы Тэхёна знаком его непоколебимой поддержки, признаком того, что он был тронут мужеством Чингука. Другие шептались, выдвигая более мрачные теории: возможно, Тэхён чувствовал себя обделенным, что дистанция между ними увеличивалась. Какова бы ни была правда, она пока оставалась в их сердцах. Но по мере того, как шли дни после этого показа, один неоспоримый факт становился все яснее: весь мир моды говорил о Чингуке. Критики хвалили его выступление, называя его революционным. Культурные обозреватели подчеркивали значимость того, что K-pop Idol доминирует на одной из крупнейших модных площадок Запада. ARMY. Они плакали. Они аплодировали. Они спорили. Но самое главное, они держали Чингука и Тэхёна на вершине мировых трендов на протяжении нескольких недель. Возвращаясь к вопросу, почему Тэхён плакал? Почему Чингук выбрал именно этот момент, именно это выступление, именно этот уровень смелости, чтобы переосмыслить себя? И самое главное, что произошло дальше? Было ли это началом сольного доминирования Чингука на международной сцене? Расскажет ли Тэхён свою версию истории? Или BTS в целом окажутся на распутье, разрываясь между гордостью друг за друга и страхом разлуки? Пока что нас окружают молчание, домыслы и эмоции, слишком сильные, чтобы их игнорировать. Но одна истина возвышается над всей этой суетой. 12 сентября 2025 года, день, когда Чингук потряс мир, а Тэхён заплакал. День, когда мода и эмоции столкнулись. День, который изменил все. Однако, какими бы сильными и драматичными ни звучали заголовки, важно сделать шаг назад и осознать, что большая часть повествования о смелом появлении Чингука на неделе моды в Нью-Йорке 2026 года и предполагаемых слезах Тэхёна построена на домыслах, преувеличениях и эмоциональной проекции как фанатов, так и СМИ. Факт в том, что Чингук действительно прошел по подиуму, шокировав мир моды своим смелым стилем, татуировками и пирсингом. Факт в том, что фанаты по всему миру были просто переполнены эмоциями, а Тэхён в отдельном выпуске выразил свое недоверие словами: «Не могу поверить, что он это сделал». Но переход от этих фактов к драматичному заголовку «Тэхён плакал, увидев Чингука» — это тот случай, когда воображение заменяет правду. Социальные сети часто преувеличивают эмоции до невероятных размеров. Одна пауза, один вздох или даже одно едва заметное выражение лица Тэхёна становится поводом для миллионов интерпретаций.
Некоторые зрители клянутся, что видели слезы. Другие утверждают, что он гордо улыбался. Многие просто пересматривают видео, пока собственные эмоции не заполнят пробелы. Но без прямого подтверждения от самого Тэхёна рассказ о том, что он плакал, остается всего лишь рассказом. Также важно помнить о контексте, в котором действует BTS. Для BTS, одной из самых влиятельных групп в мире, каждое движение, каждый взгляд и каждое слово имеют огромное значение. Поклонники, СМИ и даже такие бренды, как Calvin Klein, быстро превращают эти моменты в истории, привлекающие внимание, вовлеченность и прибыль. Хотя смелые и модные решения Чингука, безусловно, ознаменовали новую главу в его карьере, сюжетный поворот вокруг слез Тэхёна – всего лишь эмоциональная драма, которая продается в заголовках, а не правда. На самом деле участники BTS всегда испытывали глубокое уважение и гордость друг за друга. Чингук и Тэхён, в частности, разделяют долгую историю братства, взаимной поддержки и игривой привязанности. Комментарии Тэхёна, будь то со смехом, удивлением или намеком на эмоции, скорее всего, отражают восхищение, а не грусть. Утверждать обратное значит искажать их связь, ту связь, которую ARMY лелеяли более десятилетия. Это не значит, что фанаты должны игнорировать свои чувства. Эмоции, которые испытывают ARMY, реальны, обоснованы и являются частью прочной связи BTS с миром. Образы Чингука на подиуме были достаточно смелыми, чтобы заставить людей плакать от радости, удивления или гордости. И в этом нет ничего плохого. Важно помнить разницу между эмоциями фанатов и репортажем. История Чингука и Тэхёна на неделе моды в Нью-Йорке 2026-го – это не история расставания или скрытого горя. Скорее, это история эволюции. Чингук проявил себя не только как мировая икона моды, но и как артист, не боящийся перемен. Тэхён, наблюдавший за ним со стороны, отреагировал, как любой брат, с благоговением, удивлением и, возможно, слишком сложными для выражения словами чувствами. Но эти эмоции не были эквивалентны драматическому завершению, слезам отчаяния. Правда гораздо проще, но не менее сильна, Чингук блистал на мировой сцене. Calvin Klein воспользовался культурным моментом. И Тэхён, как и миллионы других, стал свидетелем истории.